Всем привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Милане оказалась достаточно щедрой на яркие фэшн-события. Среди таковых я назову показ коллекции Ferragamo «Весна-лето 2025». Став у руля именитого бренда, нынешний креативный директор в который раз при создании новой модной линейки обращается к обширному архиву дома, где каждое творение рассказывает уникальную историю. Сегодня главной темой Максимилиан Дэвис выбирает балет, о чем стало известно еще до презентации, когда в тизере к предстоящему шоу все увидели пуанты, на подошве которых красовалась заветная Ferragamo. Да и в роли локации выступало лаконичное пространство, оформленное тяжеловесными театральными шторами, что погрузило собравшихся в зале зрителей в атмосферу балетного класса и ожидания волшебства. На мудборде дизайнером было размещено несколько архивных фотографий. На одной из них с датой 1950 запечатлен момент примерки танцовщицы Кэтрин Данем у самого основателя марки Сальваторе Ferragamo. Рядом были снимки периода 80-х с артистом балета Рудольфом Нуреевым, который также выступал на сцене в специальных мягких туфлях данного бренда. Далее следовала серия балетных фотографий нидерландского хореографа Ханса ван Манена, определяющая общее настроение модного показа. И как последний штрих – отсылка к полотнам итальянского художника Пьеро Манзони, в работах которого Дэвиса привлекли тактильность и текстура поверхностей, что нашло отражение в представленном на подиуме гардеробе. Например, тщательно измятые тренчи. Они выполнены из сжатой ткани и создают ощущение хрустящей корочки, точно как на картинах Манзони. Подобный эффект замечен также в спортивных куртках-трансформерах, в том числе с объемными накладными карманами, в юбках с разрезами, брючных комплектах. Усилить тактильные ощущения дизайнер постарался и с помощью перьевого декора, который визуально был схож с растрепанной бахромой, словно край одежды распустили на нити. Сюда же добавим пару нарядов, где каждый словно склеен из тонких веревочек прямо на теле модели. Уверена, друзья, вы не пропустите эти образы при дальнейшем просмотре. А вот с темой балета напрямую бесспорно связаны трикотажные боди, надетые поверх цветных леггинсов, тонкие кардиганы-замотайки, обувь с атласными лентами. Чем вам не танцевальная униформа? Будто наполненные воздухом платья-парашюты, летящие плащи из нейлона, игра дизайнеров в деконструкцию, асимметричный крой, волнообразной формы разрезы, вырезы, драпировка – все говорит о желании автора сохранить в каждом образе динамику движения, создать ощущение танца. Порой кажется, что буквально через минуту на подиуме мы увидим виртуозное исполнение фуэте. Так хочется произнести «Привет, балет!». Отдельной строкой стоит отметить вещи из кожи. Это направление было и остается сильной стороной бренда. Сегодня приз зрительских симпатий завоевали одежда и сумки, которые в комментариях к новой коллекции дизайнер обозначил как кожа с фигурной перфорацией. Но внешне выглядит необычно, где все собрали и как-то хитро закрепили из множества вырезанных кожаных колец в единое ажурное полотно. Что касается цветовой палитры, сегодня, похоже, Дэвис решил приглушить общий фон и сделать центральными припыленные землистые оттенки. Но пусть в целом дизайнер и уменьшил дозировку своей любви к насыщенным краскам, однако на подиуме нет-нет, да и мелькнет то пылающий алый, то яркий синий, который в фэшн-индустрии известен как международный синий Ива Кляйна. У меня от знакомства с осенне-летней коллекцией Ferragamo общие впечатления остались приятные. Не скажу, что многое можно внедрить в повседневный гардероб. Например, в боди в союз с цветными колготками так запросто у нас по улице не пройдешь. Да и низкий пояс на уровне бедер у тренча неудачно ломает пропорции, и данный фасон далеко не всем подойдет по типу фигуры. Но я уверена, многие вещи, особенно сумки и обувь, разлетятся среди поклонников бренда как горячие пирожки и не будут пылиться в бутиках в ожидании сезонных распродаж. С интересом жду ваше мнение, мои дорогие зрители, в комментариях. Приятного просмотра, друзья! Всем красоты, нескучного дня, больше в жизни хороших, позитивных эмоций и яркого, солнечного настроения!